Ни огромной маркетинговой команды, ни рекламных счетов. За брендом всего одна женщина, Сатори Асава, но при этом они уже написали Financial Times. Парфюмерный дом Сатори. У них есть крошечное ателье-бутик на Рапонге, и я сегодня хочу отправиться к ним и поисследовать философию этих ароматов. Мне уже, кстати, давно хочется новый аромат. Плюс 32 градуса. Я, наконец, распакую свою покупочку. Я еще раз повторяю, что на самом деле, как все красиво все это упаковано, боже мой. Почему я, собственно, искала эту старую коллекцию Bottega. Вот из-за этого. Вот из-за этого. Я вам вангую, мы скоро все перейдем на ортопедическую обувь. Вы заметили, что практически пропали из моды каблуки. Я помню, как я еще ходила на них. Вернее, как, я на них ездила. Мне для них нужна была машина. Но сейчас это уже невозможно. А вы выкидываете коробки с подобными? Я нет. Сейчас. Ой. Вот. Мне кажется, даже очень красиво будет вот с этим. С моим прекрасным японским тоутом. Меня, кстати, очень многие спрашивают, что вот это такое. Это дождевик. Вот. Это для того, чтобы, когда ты едешь на велосипеде и попал в дождь. Почему? Потому что я езжу на велосипеде, и в Токио запретили использовать зонтики. И за это штрафуют. То есть, если ты едешь зонтиком в дождь на велосипеде, тебя могут оштрафовать. Вот, поэтому у меня вот такая вещь. Я очень еще раз довольна этой сумкой. Мне кажется, вот, прям все нормально. Я готова ехать с духами.ありがとうございます。ありがとうございます。今回も。はい。前回は何か気になった香りとかありました？お差し上げ、サンプルちっちゃいのを差し上げられるんですけど。うん。
これはブランドのシグネチャーなので、あ、サトリ。キャラっていう香木をイメージした香りになってます。これは何で？これは、昔フレグランススクールっていうのをやってた際に使っていた香料たちになりますね。ジボダン社の香料を使ってやっていたので、ユーズオレンジ。緑色のラベルのものが天然の香料になってまして、白色のボトルが合成香料になってます。これとかどうですか？睡蓮っていう香りです。割と軽めな香りで、クロード・モネの睡蓮の絵をイメージして作ってます。こちらがネムになります。ネムも軽めなフローラルになってますね。明るい。こちらシルクイリスになります。アイリスがメインの香りになってます。割と軽めっていうか、全体的に。これはベーシックですね。こちら透明のボトルがベーシックで、このフロストのボトルは、プレミアムになってます。ご確認ください。これはプレミアムですか？これはベーシックですね。ベーシック。で、これがプレミアム。お、夜の海。あ、これは。これはそうですね。シトラスの香りになってます。Here, this is a concealer using lemon and cacao. Okay. Мне понравилось вот это. Йора Науми. Вечерняя слива. В Японии не принято выделяться. В частности, запахи – это тоже очень сильный, скажем так, способ обратить на себя внимание. Поэтому практически все японские ароматы, они, скажем так, очень близкие к телу. Если грубо говорить, немного невнятные, но на том строится вся концепция японской парфюмерии. Сатори, например, называет свои запахи сухими.
Вот не знаю, почему здесь какие-то интересные такие переводы. Знаете, как в анекдоте я сидела со своими друзьями, с японцем, испанцем и французом. Мы обсуждали духи, и испанец сказал, что ему флакона хватает на 2 недели, француз на месяц, а мой японский друг просто сидел так: а мне на 2 года, сказал он. То есть в Японии принято душиться так, чтобы только твой самый близкий интимный человек за ушком унюхал твой запах. Потому что если ты будешь пахнуть слишком, например, в метро, как заметил мой испанский друг, что он очень быстро перестал это делать, вернее, обливаться духами, и понял, что это просто неэтично. Это такое же нарушение запахами личного пространства, а личное пространство здесь очень сильно берегут. У меня очень плохая память на имена. Я не помню названия мест, но я прекрасно помню все запахи. У меня прекрасная память на запахи. Я помню, как пахло у дедушки в подвале. Я помню практически все запахи. Я даже, кстати, интересно, я могу их воссоздать. Вот это вообще непонятно, как это работает в мозге. Я редко меняю духи, практически раз в 5 лет. И сейчас я пользуюсь Селином Парад, а до этого было много лет Бюреда, Байреда, Бланш. А до этого еще что-то было, по-моему, Семияки 71. Вот, я практически годами не меняю духи, поэтому каждый раз для меня выбор новых духов — это выбор просто вот периода в жизни. Ну, это говорит о моей устойчивости и вообще, как сказал один коуч, ты каких ты перемен хочешь, ты духи не можешь поменять. Не то слово, обстоятельства. Вот, не знаю, мне кажется, это не так. Я могу, наоборот, менять страну, обстоятельства, вот духи привезти с собой. Но интересно, что я их не всегда искала специально. Например, Бланш я нашла, когда мы путешествовали в Стокгольм, в Швеции, и мы жили на бутике отеля, переделанном из каких-то древних, то ли конюшен, то ли бараков, не знаю, на острове Шепсхольман. И в этом отеле, в бутике, был бюрет Байреда Бланш. Все было там Байреда Бланш. И шампуни, и гель для душа, и крема для тела. И я просто влюбилась в этот запах и купила себе этот флакон. Мне, кстати, они до сих пор нравятся. Но я знаю, у всех разный подход. Кто-то меняет запахи каждый день, но для меня это странно, потому что, как правило, моими духами пахнут очень многие вещи, а все стирать я не собираюсь. Я, наоборот, даже еще начинаю покупать какие-нибудь шампуни без запаха, чтобы не быть похожим на, как это сказать, перегруженную запахами елку. Знаете, как это объяснить? Когда у тебя у шампуня запах один, потом ты, не дай бог, используешь кондиционер не той марки, он тоже парфюмированный, потом ты помылся еще гелем для тела или для душа, у тебя 3-й запах, ты какой-то воск или масло нанес, 4-й запах, и в итоге духи это какой-то уже, наверное, 5-й слой. Мне нравится, что какая-то такая вот чистота, подход чистый, поэтому я люблю дезодоранты покупать без запахов, люблю с минимальными запахами покупать шампуни, потому что волосы это тоже очень достаточно интимное, и мне кажется, они очень красиво переносят запахи. Вот у Байреда вот появились вот эти вуали для волос из тех же запахов, и это очень интересно. Так, ладно, мне пора на тренировку, я уже практически пришла. Иду, слава богу, мой зал прямо напротив ателье Сатори. Поэтому я прервусь. Так, сегодня у нас жопная тренировка. У нас у королевы Виктории. Не знаю, делиться или не делиться, я все-таки не профессионал.
Сначала бабушка померит давление. Так, все, я взяла талончик, теперь можно идти на тренировку. Так, что я записываю? Почему я, собственно, обожаю этот тренажер? Потому что у него офигенные углы. То есть, когда делаешь, он идет вот туда вот, назад. И, соответственно, получается, что когда ты садишься, у тебя вес распределяется ровно вдоль туловища. Я такого не могла добиться ни с гантелями, ни со Смитом, конечно, вообще никак. Вот, а здесь прям идеально. Я когда его увидела, я его сначала увидела где-то на YouTube, потом, когда увидела здесь, я такая, все, мы с тобой дружим, потому что РДЛ — это мое любимое прям упражнение. Я обожаю румынка, это прям мое все. Ну, вот тот Наутилус как бы тоже неплох, но вот этот последний толчок, который я делаю, практически предотказанный, вообще непонятно, как, зачем. Вот, ну, короче, нужен тот, кто тебя должен страховать, стоять. А меня никто не страхует. Вот, поэтому, мне кажется, я не дорабатываю. Но мне, в принципе, можно решиться, что я буду приземляться на пол в следующий раз и буду делать такое отказное, не буду это все подбрасывать. Вот.
Мне все-таки еще рано радоваться. Так, ну что у нас? 45 килограмм, BMI 12. Господи, висцеральный жир. Вот, я на дне. Судя по всему, я на дне прям вот. Ой, Господи. まもなく3番線に清澄白河行きが到着します。